Чтобы научиться управлять своей реальностью, недостаточно разобраться в том, как эта реальность устроена. Надо понять, кто мы такие, в чем смысл нашего существования и почему нам позволено управлять или даже задавать свою реальность. Как говорится, если вы не управляете реальностью, то она управляет вами. Всем добрый день! Меня зовут Елена Кудрина, и сегодня мы поговорим о природе человека, о том потенциале, который в нем заложен, и о том, что ему мешает стать сверхчеловеком, способным творить свою желаемую реальность. Итак, поехали. Все мы помним Святое Писание, в котором сказано: «Сначала было Слово, и Слово было о Боге, и Слово было Бог». О чем это говорит? Это говорит о том, что все началось с произнесения звука в форме слова, который запустил определенный вибрационный процесс и начал создавать в пространстве энергоинформационные структуры, закодированные лингвистически. Здесь стоит пояснить, что лингвистика, или иначе речевые структуры, лежат в основе генетической природы человека. То есть вся наша генетика, включая молекулу ДНК, построена на речевых структурах. Если у вас возникнет желание углубиться в эту тему, вы можете ознакомиться с трудами выдающегося ученого, доктора биологических наук, автора лингвистико-волновой генетики Петра Петровича Горяева, который благодаря лингвистическому подходу разгадал, например, секрет регенерации человеческих органов, их омоложения и многое другое, включая даже нетрадиционный способ победы над вирусом COVID-19, за что даже был номинирован на Нобелевскую премию, но так и не успел ее получить, поскольку умер при странных обстоятельствах осенью 2020 года. Следует заметить, что его исследования были основаны на теории торсионных полей и осуществлялись в тесном взаимодействии с выдающимися физиками Шиповым и Акимовым, о которых я упоминала в своем предыдущем видео. Возможно, я в будущем сделаю отдельное видео о лингвистической природе материи. Но сегодня речь не совсем об этом, и мы движемся дальше. Важно понимать, что слову всегда предшествует мысль. В момент произнесения слова создается мыслеформа. А что же это такое мыслеформа? По сути, мыслеформа представляет собой некую энергетическую сущность. То есть это энергоинформационная структура, созданная по квантовому шаблону, сформированному мыслью. Для тех, кто не в курсе, что такое квантовый шаблон, рекомендую посмотреть мое предыдущее видео. Ссылка в правом верхнем углу экрана. Именно так и начинается процесс творения. Мы сами, если хотите, тоже являемся мыслеформами, особенными мыслеформами. Благодаря человеческой природе, обладающей мышлением, эта мыслеформа, то есть сам человек, способна осознать себя, свою природу, обратившись своим сознанием к своему божественному источнику, который ее породил. Как говорил Гермес Трисмегистр, что вверху, то и внизу. Бог воссоздал себя через эту особенную мыслеформу, чтобы проявить себя через нее, чтобы проявить себя через каждого из нас.
как говорится, по образу и подобию своему. Здесь уместно упомянуть об одном исследовании нашего ДНК, согласно которому в момент сопоставления структуры нашего ДНК с буквами еврейского и арабского алфавитов удалось прочитать зашифрованную в структуре ДНК фразу, которая звучит следующим образом: «Бог вечный и единый внутри каждого». Следует заметить, что животные не обладают способностью самоосознания. Они бессловесны. Бессловесные формы не способны иметь этот инструмент. У них нет сознания, с помощью которого они могли бы осознать себя. Они действуют исключительно на основе инстинктов, то есть заложенных в них программ. Вот об этих программах, которым подвержен и сам человек, пойдет речь в этом видео. Это и есть ключ к способности формировать свою реальность, перейти в состояние сверхчеловека. Итак, давайте разберемся поподробнее, как устроен человек с духовной точки зрения. Человек является многомерным существом, различные аспекты которого существуют в разных измерениях одновременно. Каждый из нас – это божественная, разумная энергия духа, различные аспекты которого существуют в разных измерениях одновременно, воплощенные в то или иное тело. А наша душа – это воплощенный на земле божественный дух. Это если очень кратко и совсем упрощенно. Схематически это выглядит примерно так. Сверху это изначальный абсолют, Бог, Творец, который является единством всего сущего и обладает сверхсознанием. То есть абсолют – это абсолютно все в единстве. Его частью является изначальное высшее «я» человека, или иначе истинное «я», то есть его дух. Именно из него излучаются индивидуальные души. Душа – это энергоинформационная структура, которая испытывает чувства, проживает опыт благодаря взаимодействию с телом. Природа тела – это переживание всей гаммы чувств, от наслаждения до боли. Когда душа входит в тело, она поддается этим чувственным вожделениям и наслаждениям и испытывает всю возможную гамму чувств. Наше высшее «я» является той частью нашей души, которая напрямую взаимодействует с нашим духом. Когда душа воплощается в физическое тело, появляется такая структура, как сознание человека, или иначе его эго. Эго – это фундаментальная структура человеческой души, объединяющая в себе понятие самости, разума, ума. Оно отвечает за самоопределение, самоосознание. Эго-сознание, так сказать. На материи происходит сужение божественного сознания. Оно сдавлено рамками дуальности, программами системы. По сравнению с сознанием самого духа оно очень сильно сужено. Сознание – это то, с кем мы себя отождествляем. Это наша личность. По мере того, как мы проживаем опыт в текущем воплощении, формируется наше низшее «я». Высшее «я» – это источник всех возможностей, всех высших состояний. Низшее «я» – это совокупность всех низших состояний, непроработанных блоков и негативных убеждений. В низшем «я» есть такое понятие, как тень. Это наши теневые субличности, теневые архетипы. В
В зависимости от уровня эволюции и степени осознанности человека, его сознание может двигаться как вверх и расширяться, так и вниз, то есть сужаться. Состояние высшего и низшего «я». А наше подсознание представляет собой всю бессознательную часть души. Вот как примерно все это выглядит с духовной точки зрения. Для чего же наш дух приходит в материальный мир, скажете вы? Цель нашего духа – это постоянная эволюция. Ведь в духе одна сплошная безусловная любовь. Это энергия самой высокой чистоты. Там нет эмоций. На уровне духа невозможно прожить разнообразные эмоциональные состояния различной полярности. Поэтому дух, приходя на Землю и воплощаясь в человеческое тело, играет в игру под названием «Жизнь». Очень увлекательную игру. Он сам прописывает сценарий этой игры, этого квеста, определяет те эмоции и тот опыт, который он хочет пережить в этом воплощении. Их еще называют целями и задачами души на воплощение. Наш дух при этом сохраняет позицию активного наблюдателя. Он запускает эту игру и наблюдает за ней. Что же мы имеем на Земле? Значительно более высокую плотность энергии, материальный мир. Хотя есть предположение, что он тоже иллюзорен, но мы его воспринимаем именно так, пока мы здесь находимся. Вместе с этим мы получаем возможность испытывать всю ту гамму чувств и ощущений, в том числе и тактильных, которые возможны только в материальном мире. Получаем возможность творить что-то из этой материи. И тут очень важно понять, что мы попадаем в некую систему по типу компьютерной программы. Становимся персонажами этой компьютерной игры. Ее еще называют матрицей. Матрица – это та самая симуляция, которая имитирует так называемые физические, материальные процессы, образы и ощущения реальности для ее активного наблюдателя, который погружен в симуляцию своим сознанием. Вадим Зеланд в своей книге «Тафте жрица» сравнивает ее с кинолентой, в которую мы попадаем, когда воплощаемся на Земле. Мы как будто бы попадаем в некий сценарий, прошитый в некой кинокартине, и мы начинаем его проигрывать. Мы попадаем в некое кино, в котором намешано огромное количество жанров. Мелодрама, комедия, трагедия, фарс и так далее. Перед воплощением нам блокируют память о том, кто мы есть на самом деле. Не стирают, как многие думают, а именно блокируют. Мы забываем о своей божественной природе, чтобы это не мешало прописанному сценарию, не мешало игре. Не знаю, как вам, но мне такой порядок вещей не очень нравится. Если вы находитесь в осознанном состоянии, думаю, вы со мной согласитесь. Как же стать творцом своей индивидуальной счастливой реальности? Прямо сейчас, не выходя из этой матрицы, уже в этой жизни, в этом воплощении. Как научиться испытывать только тот опыт, те эмоции, которые мы сами хотим испытывать здесь и сейчас, не обманывая себя и не надевая маску притворства в виде розовых очков. Отладить, так сказать, свою программу
и задать свой собственный сценарий. Возможно ли это? Давайте в этом разберемся. Итак, мы функционируем в системе, где прописаны программы, по которым мы действуем. Есть условно два вида программ. Первый вид программ – это программы самой матрицы. Второй вид программ – это наши собственные программы на воплощение. Программы нашей души. Что такое программы матрицы? Это все те неосознанные установки, которые нами управляют. Откуда они берутся? Они появляются в тот момент, когда мы познаем этот мир и формируем восприятие этого мира. Так сказать, интерпретируем его. Определившись со своим отношением к тому, что происходит в реальности, мы формируем программу восприятия того или иного события или явления, произошедшего в нашей жизни. И она прошивается в нашем подсознании. Формируют соответствующие нейронные связи. Иными словами, наши убеждения. После чего мы начинаем воспроизводить зашитые в нашем подсознании паттерны поведения, которые повторяются вновь и вновь. Это и есть программы, которые нами управляют. То есть наше восприятие мира создает мыслеформы, которые оседают в нашем подсознании и в конечном итоге формируют реальность, в которой мы живем. Хорошая новость заключается в том, что мы вправе сами определять свое восприятие. В этом и проявляется наша свобода воли. Если наше восприятие реальности опирается на ошибочные суждения и негативные установки, на неправильное понимание законов мироздания, на навязанные представления о нем, себе самом, если мы не любим себя и не позволяем себе быть счастливыми, своим мышлением мы формируем не ту реальность, о которой мечтаем. Надо выйти из иллюзий, которые мы годами формировали своим интерпретированием. Увидеть и признать те программы, которые управляют нами, мешают быть счастливыми. Понять, что эти программы были больше, чем мы сами. И изменить этот порядок вещей. Выбрать себя и разрешить себе принимать решения не по этим программам. Надо приобрести навык считывания информации внутри себя. Научиться слушать себя, свое высшее «я». Подключать центр внимания внешнего наблюдателя. Центр осознания. Надо убирать искажения. Как это сделать, скажете вы? Дело в том, что есть два аспекта реальности – коллективная и индивидуальная. Коллективную нам изменить очень сложно. В рамках коллективной реальности формируется так называемая система матрицы с множеством подсистем. Их еще называют эгрегоры. Это самые разные социальные, политические, религиозные структуры, средства массовой информации, а на более высоком уровне всевозможные тайные общества, такие как иллюминаты, масоны и тому подобное, во главе с мировым правительством. Им выгодно, чтобы мы думали определенным образом. Система матрицы формируется коллективным бессознательным. И ее задача взять под контроль восприятие как можно большего количества людей. Навязать им интерпретации реальности, выгодные системе. Это главным образом инструмент управления и подавления. Поэтому за сознание людей ведется настоящая война. Происходит захват сознания системой матрицы. Как правило, деструктивные эгрегоры играют на низковибрационных эмоциях страха, тревоги, беспокойства.
негодования, гнева, печали и ожидания худшего. Люди, подверженные этому влиянию, начинают испытывать эти низковибрационные состояния и тем самым еще больше усугубляют эти обстоятельства, проецируя свои подсознательные программы в эту реальность, создавая таким образом негативную коллективную реальность. Погружаются в морок 3D-матрицы своим сознанием, думая, что их жизнь определяют исключительно внешние обстоятельства. Ощущают себя жертвой этих обстоятельств. Но это иллюзия. Если вы осознаете нереальность этой игры, этой симуляции, она растворится как туман. Она перестанет на вас действовать. Если вы поймете, что все, что происходит в реальности, это лишь отражение в зеркале, а вы в него смотрите, то, что в нем отражается, зависит от вас самих, картина кардинально меняется. Пока вы не можете себе ответить на ключевой вопрос, кто вы такой на самом деле, вы поддерживаете сценарий этой системы, пока вы себя не осознаете. Что же означает осознанность? Это понятие часто интерпретируют не совсем правильно. Точнее, рекомендуют некую форму поведения, когда вы сосредоточены на том, что вы делаете в данный момент, здесь и сейчас. Концентрируйте все свое внимание на этом, но не объясняют, для чего это нужно делать. На самом деле осознанность – это когда вы ни на минуту не забываете о том, кто вы такие, о том, что вы подключены к божественному источнику, к сознанию своего активного наблюдателя, то есть своего духа. И это не просто состояние здесь и сейчас, это состояние присутствия, присутствие активного наблюдателя внутри вас здесь и сейчас, в текущем кадре. Помните выражение «он сегодня не в духе», оно не случайное, оно об этом. И тогда сознание наблюдателя способно через вас влиять на реальность, если вы позволяете ему это делать. Проецируя в эту реальность свое намерение с уровня активного наблюдателя, вы программируете эту реальность, вы ее задаете. Как быть с программами, выбранными душой в качестве задач на воплощение? Можно ли переписать сценарий души? Это, пожалуй, самый важный вопрос, к которому не все относятся однозначно. Ответ вас порадует. Да, можно. В зависимости от того, на каком уровне сознания вы находитесь, появляется возможность избавиться от этих сценариев тоже. Сценарий души нужен для эволюции. Цель нашего развития на Земле – это совершенствование себя до божественного состояния. Если мы выходим на уровень сознания Абсолюта, на уровень сознания своего активного наблюдателя, мы попадаем в пространство вариантов, где нет никаких сценариев. Это и есть уровень сознания 5D, уровень сознания Творца своей реальности. То есть в Абсолюте есть возможность проявления любого сценария, который вы сами задаете. Когда вы спите, вы улитки. Когда вы вспоминаете свою истинную суть, вы творцы жизни за пределами сценариев, как говорит Вадим Зеланд. И я с ним
полностью согласна. Надо вернуть себе контроль. Надо вернуть себе руль. Жизнь становится радостной, когда вы это осознаете. Прописывайте то, что вы хотите. Задавайте ту реальность, которую вы хотите. Выбор всегда за вами, но надо проснуться. То, что я вам сейчас рассказала, это база, объясняющая принцип, очень упрощенная. Чтобы стать творцом своей реальности, нужно научиться осознанно применять полученные знания в своей жизни, методично их заземлять с помощью эффективных практик. Нужна системность и регулярность. Если вы не осознали полученную информацию, даже если она несет сакральные знания, не обработали самостоятельно, не применили в своей жизни, а просто ее послушали, то эта информация вызовет у вас только всплеск энергии, всплеск дофамина, всплеск позитивных эмоций, но она не встроится в вас, не войдет в вашу эволюционную сборку. Если вы эту информацию получили, но не воспользовались ею на практике, второй раз вам уже будет ее слушать менее интересно, потому что мозг новизны не испытывает, и вы попадаете в некую дофаминовую ловушку. Вы качественнее и лучше не станете, и эволюционно развиваться не сможете. То есть, если человек новый навык в своей жизни не применяет, материальный результат не получает, данная информация не переходит в зону осознания. Информация, которую вы изучили, осознали, должна перейти в зону вашей личной силы, как навык. Это лучше всего делать под руководством того, кто сможет вас правильно направить, дать четкий вектор и алгоритм действий, проконтролирует вас, если нужно. Моя миссия – помочь вам осознать себя божественным духом, расширив свое сознание и выйдя за пределы навязанных программ. Научиться творить или иначе задавать на материи ту реальность, которую вы хотите. По сути, стать сверхчеловеком. На этом вдохновляющем посыле я хочу завершить наш сегодняшний разговор. Если вам было полезно и интересно то, о чем я рассказала, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали. А я с вами прощаюсь до моего следующего видео. Целую вас. Пока-пока. До новых встреч.